Всем привет! Меня зовут Марина, и мы с вами находимся на канале о вязании. Сегодня в этом видео предлагаю вместе со мной связать вот такие вот красивые и удобные слитки. Данные слитки вяжутся очень просто, при этом выглядят очень красиво и очень хорошо сидят на ноге. Вязать данные слитки я буду на круговых спицах. Длину спиц я беру 60 сантиметров. Если, к примеру, нет спиц 60 сантиметров, подойдут и более длинные спицы. Здесь самое главное, диаметр нужен 3,5 миллиметра. А вязать мы данные слитки будем из пряжи Alize Lana Gold. Это у нас идет 49% шерсти по составу, 51% акрила и метраж на 100 грамм 240 метров. В мастер-классе эти слитки я буду вязать на размер ноги 37-39. В процессе вязания я буду измерять каждую деталь и говорить, какую деталь нужно связать больше или меньше, если данные слитки вам нужны на какой-то другой размер ноги. Слитки у нас идут без шва вот на подошве. В конце мы сошьем вот эту заднюю часть. Все остальное вяжется цельным полотном. Итак, друзья, если вам нравятся данные слитки, предлагаю связать их вместе со мной, поэтому берем спицы, пряжу и приступаем к вязанию. Сейчас на круговые спицы мы должны будем набрать 50 петель. По поводу количества петель, которые мы будем набирать на резинку. Как мне кажется, здесь такое вот среднее оптимальное значение, которое подойдет для любого взрослого размера ноги. Просто если у вас ножка маленькая и худенькая, можете набрать на несколько петель меньше. Если наоборот вы хотите, чтобы данные слитки свободно прям сидели на ноге или нога, к примеру, полная, тогда нужно набрать будет на несколько петель больше. А так вот это количество петель я считаю вот оптимальным. Они достаточно свободно сидят на ноге, но при этом они не спадают, то есть не болтаются и хорошо облегают ножку. Поэтому вот я беру круговые спицы, беру фиолетовую ниточку и обычным способом набора, то есть с помощью длинного хвоста, я набираю 50 петель. При наборе петель стараемся контролировать натяжение, сильно эти петли мы не перетягиваем. Если вы очень туго затягиваете, тогда можно набирать петли на 2 спицы. На спице я набрала 50 петель и приступаем к вязанию первого ряда. Первую кромочную петлю я снимаю. Дальше следующую петлю я вяжу лицевой. Следующая петля изнаночная. То есть сейчас мы вяжем резинку 1 на 1. У нас идет чередование вот лицевой петли и изнаночной. Лицевая петля, изнаночная. Последнюю петлю кромочную в конце ряда мы провязываем изнаночной петлей, поэтому довязываем этот ряд до конца. Вот у меня в конце осталось 2 петли, то есть вот я закончила вот лицевая, дальше у нас идет изнаночная и последняя кромочная петля, ее я также провязываю изнаночной петлей, и вязание я наше переворачиваю. Смотрите, вот это наша сторона, которую мы сейчас перевернули, это и будет наша лицевая сторона. Первый наш ряд я провязывала по изнаночной стороне. Значит, сейчас я вяжу второй, получается, лицевой ряд. Первую кромочную петлю я снимаю, и дальше все петли я провязываю по рисунку. То есть лицевые петли я провязываю лицевыми, изнаночные петли я провязываю изнаночными. Таким образом, мы сейчас с вами провязываем второй и третий изнаночный ряд, провязывая все петли по рисунку. То есть продолжаем вязать резинку 1 на 1. И встретимся в начале 4-го ряда. Я закончила вязать 3-й ряд, то есть я 3 ряда провязала вот ниточкой фиолетового цвета. Далее можно кончик обрезать и беру ниточку бежевого цвета. Вы берете, соответственно, какой-то свой цвет. И теперь, начиная вот с 4-го ряда, я продолжу вязать следок ниточкой бежевого цвета. Первую кромочную петлю я провязываю лицевой, так как у нас вот здесь идет смена цвета. И дальше продолжаю вязать резинку 1 на 1. То есть 1 лицевая, 1 изнаночная, 1 лицевая, 1 изнаночная. То есть сейчас я буду вязать резинку ниточкой вот бежевого цвета. И эту резинку мы будем вязать, вот провязывая все петли по рисунку, лицевые лицевыми, изнаночные изнаночными, с 4 по 11 ряд включительно. То есть еще 8 рядов мы вяжем резинку 1 на 1 ниточкой бежевого цвета. Первую кромочную петлю мы будем снимать, последнюю петлю мы провязываем изнаночной петлей.
Итак, вот я провязала необходимое количество рядов для резинки. То есть здесь у меня провязано всего 11 рядов. 3 ряда вот фиолетовой ниточкой и 8 рядов ниточкой бежевого цвета. Давайте сразу измерим эту часть в сантиметрах. Ну вот получается 4,5 сантиметра высота резинки. Теперь мы продолжаем вязать вот ниточкой бежевого цвета, то есть той, которой мы и закончили вязать нашу резинку. И сейчас мы первую кромочную петлю снимаем и дальше до конца этого ряда все петли провязываем лицевыми. То есть и лицевые, и изнаночные петли все провязываем лицевыми. Последнюю кромочную петлю в конце ряда мы провяжем изнаночной петлей. Вязание я перевернула на изнаночную сторону, и теперь первую кромочную петлю я снимаю, и дальше опять все петли я вяжу лицевыми. То есть так, чтобы у нас образовывалась платочная вязка. То есть это мы с вами вяжем второй ряд после резинки. А всего таких рядов мы сейчас с вами должны провязать 6. Поэтому вот заканчиваем вязать второй изнаночный ряд. Дальше третий, четвертый, пятый и шестой ряд вяжем самостоятельно, провязывая все петли лицевые. Первую кромочную петлю мы снимаем, последнюю кромочную петлю мы провязываем изнаночной петлей. Итак, вот после резинки я провязала 6 рядов лицевыми петлями. То есть вот мое вязание с лицевой стороны выглядит так. Резинка и 3 платочные дорожки. И сейчас мы будем приступать к вывязыванию нашего мыска. В данном случае для мыска я брала 14 петель. Не знаю, на мой взгляд, это оптимальное тоже количество. То есть он не получается сильно узкий, и при этом он не выглядит какой-то сильно широкий и массивный. Поэтому вот этим мыском можно отрегулировать размер следков. То есть можно этот мысок связать на несколько петель, сделать больше, если вы хотите, чтобы ваш следок был немножко пошире. Или на несколько петель меньше, чтобы он более плотно облегал ногу. Но для вот средней плотности ноги, мне кажется, 14 петель это оптимальное количество. Поэтому как же нам сейчас распределить наши петли? Если мы наши петли вот тут начертим на отрезке, вот наш отрезок, и вот выделим центральную часть. Это петли нашего мыска. То есть, как я сказала, я буду мысок вывязывать вот из 14 петель. Всего мы здесь вот набирали 50 петель. Поэтому мы сейчас от 50 должны отнять 14. Это то количество петель, которое уйдет вот на наш мысок. И дальше оставшиеся петли мы должны поделить на 2 части. То есть у нас получается вот с каждой из этих сторон по 18 петель. То есть 18 петель, 14 петель мысок и 18 петель. Таким образом распределили мы наши петли. Для вывязывания вот этого мыска я возьму 2 чулочные спицы номер 3,5 мм. То есть тот номер, которым мы вяжем и наше основное полотно следка. Давайте теперь измерим вот эту деталь еще в сантиметрах сразу. Вот получается вот эта наша деталь 6 сантиметров. Вот идет начало нашего вязания, лицевая наша сторона. И теперь на чулочную спицу я просто переснимаю 18 петель. То есть это то количество, которое мы отдали на нашу боковую часть. 18 петель я пересняла. Дальше я беру вторую чулочную спицу и переснимаю на вторую чулочную спицу 14 петель. Это петли нашего мыска. 14 петель центральных я пересняла. Значит, смотрите, если вы вяжете не на круговых спицах, а на чулочных, тогда здесь эти петли просто остаются вот болтаться. Эти петли у нас тоже остаются болтаться. И сейчас мы вот будем вязать вот эту часть. Если вы также вяжете вот на круговых спицах, то вот наши петли. И дальше, чтобы у нас не болталось много спиц, я вот эти боковые части также переодену на круговые спицы. То есть центральную часть я пропускаю. И вот на круговые спицы переснимаю вот эту часть петель. То есть это наши первые 18 петель. Вот смотрите, петли я пересняла, и эти вот у меня находятся на одной круговой спице. Вот я подвигаю это на серединку, сдвигаю. Получается, что боковые петли у меня находятся вот на круговых спицах. То есть вот они у нас. А сейчас
на чулочных спицах мы будем вывязывать наш мысок. Поэтому вот я беру 2 чулочные спицы, и сейчас начинать вывязывать наш мысок мы будем с ниточки фиолетового цвета. Смотрите, когда мы сейчас будем вывязывать наш мысок, обычно, когда идет смена нити, первую кромочную петлю я провязываю лицевой петлей. Но нам нужно, чтобы сохранилось количество кромочных петель. То есть, потому что, когда мы вывяжем наш мысок, мы по краю нашего мыска в каждую кромочную петлю будем добирать петли. И поэтому, чтобы количество этих кромочных петель сохранялось, я не буду первую кромочную петлю при смене нити провязывать лицевой. Вот первую петлю бежевую я и снимаю. А вот уже начиная со второй петли я провязываю вот ниточкой фиолетового цвета этот ряд до конца лицевыми петлями. То есть это мы вяжем 14 центральных петель. Последние петли кромочные мы будем провязывать изнаночной петлей. Вязание вот я перевернула на изнаночную сторону, и с изнаночной стороны первую кромочную петлю я снимаю, и дальше опять вяжу эти петли лицевыми до конца ряда. Последнюю кромочную петлю в конце ряда мы провяжем изнаночной петлей. Вот в конце у меня идет вот эта петля лицевая, так как мы первую петлю просто снимали, они провязывали ниткой фиолетового цвета, и вот это у нас является последней петлей, мы ее провязываем изнаночной. И вязание вот опять я перевернула на лицевую сторону, ну и с лицевой стороны опять продолжаем вязать. Первую кромочную петлю снимаем, и дальше все петли до конца этого ряда вяжем лицевыми. Последнюю кромочную петлю в конце ряда мы провязываем изнаночной петлей. Таким образом, каждую из этих полос, вот они у нас идут, мы будем провязывать по 6 рядов. Или так, чтобы было у нас с лицевой стороны по 3 платочные дорожки каждого цвета. То есть сейчас мы вяжем вот эту фиолетовую полосу, и мы ее должны провязать всего 6 рядов. Или 3 платочных дорожки с лицевой стороны. Итак, вот я провязала 6 рядов вот ниточкой фиолетового цвета наш мысок. Теперь я буду вязать полосу бежевого цвета. Ниточку от моточка, где мы закончили здесь вязать, я не обрываю. Я сейчас ниточку достаю из середины моточка, и продолжать вязать наш мысок я буду вот из этого же мотка, но из середины я достала второй кончик. Вот он у меня. Я его вот так вот прикладываю. Это вот лицевая сторона моего слитка. Первую кромочную вот петлю я просто снимаю, и вторую петлю я провязываю лицевой ниточкой бежевого цвета. И довязываем так вот, провязывая все петли лицевые, этот ряд до конца. Последнюю кромочную петлю в конце ряда мы провяжем изнаночной петлей. То есть теперь таким образом мы будем вязать вот эту полосу бежевого цвета также 6 рядов. Это мы с вами вяжем вот эту полосу. После того, как мы провяжем бежевую вот эту полосу, ниточку здесь мы фиолетовую не обрывали, мы ее просто сюда поднимаем и продолжаем вязать вторую фиолетовую полосу. После того, как мы каждую полосу закончили вязать, нитку от мотка мы не обрываем. Просто здесь у нас будут идти по изнаночной стороне небольшие протяжки. Смотрите, вот как раз таки за счет этого мыска, который мы сейчас с вами вяжем, и можно отрегулировать размер слитков, если они вам нужны на какой-то другой размер ноги. То есть этот мысок вы можете связать больше или меньше, за счет этого и изменится размер ваших слитков. Смотрите, то есть сейчас я буду вязать наш мысок, провязывая все петли лицевые. Каждая полоса у меня будет состоять из 6 рядов. И я буду провязывать 1, 2, 3, 4 фиолетовых полосы. Или если мы будем считать по бежевым, вот эту полосу мы сейчас не считаем, считаем те полосы, которые у нас идут после фиолетовой. 1, 2, 3, также 4. Но вот в этой 4-й нашей последней бежевой полосе мы будем делать небольшие убавки, так, чтобы наш мысок немножко закруглялся. То есть сейчас каждый из нас вяжет мысок самостоятельно. Вот в моем случае я вяжу мысок из 14 петель. Все петли мы провязываем лицевые. Через каждых 6 рядов у нас идет смена нити. И у нас в итоге должно получиться вот этого фиолетового цвета, в моем случае, 1, 2, 3, 4 полосы. И давайте сразу вот здесь уже можно измерить ширину нашего мыска. Ну вот получается где-то 6,5-7 сантиметров ширина мыска.
Итак, смотрите, вот хотела показать. То есть вот фиолетовую полосу я провязала, потом я провязала вот 6 рядов бежевую полосу. Вот наша фиолетовая ниточка, которой я закончила вязать фиолетовую полосу. Вот я ее поднимаю вверх и сейчас приступаю к вязанию фиолетовой полосы. Первую кромочную петлю я снимаю и дальше вот ниточкой фиолетового цвета я продолжаю вязать этот ряд до конца, провязывая все петли лицевые. То есть я так буду провязывать 6 рядов, затем буду делать опять смену нити. Итак, смотрите, я провязала 4 полосы фиолетового цвета, и мне осталось вывязать последнюю бежевую полосу. Давайте тоже на этом этапе также измерим нашу эту деталь в сантиметрах. Во-первых, смотрите, общая высота нашей детали сейчас вот составляет где-то 17 сантиметров. Ну и, соответственно, вот наш мысок, ну, где-то примерно 11 с половиной сантиметров. Вот идет наш вот этот мысок. Но нам еще осталось вырезать последнюю бежевую полосу. Значит, как я сказала, за счет этого мыска вы можете отрегулировать размер вашего слитка. Как нам понять, сколько нам надо будет здесь набрать петель? Количество набранных петель будет равно количеству провязанных платочных дорожек. То есть, соответственно, здесь у нас идет 3 платочные дорожки. Значит, вот здесь мы добираем 3 петли, здесь 3 петли, здесь 3 петли, здесь и так далее. То есть, соответственно, если мы наш мысок вяжем меньше, то есть в высоту, то и петель нам нужно будет здесь добирать меньше. Если мы наш этот мысок вяжем больше, то и количество петель будет больше. За счет этого мы и регулируем размер наших слитков. Также, если вот мы возьмем ногу, эту деталь можно сейчас примерно примерить на ногу. Здесь размер вот этой ноги, он идет меньше. Ну вот я говорю примерно, чтобы вам понимать. То есть вот таким образом тоже можно приложить вот и посмотреть, достаточно вам провязывать ваш мысок или нет. Так как это у меня идет последняя полоса вот фиолетового цвета, ниточку от моточка я обрезала и сейчас вяжу последнюю полосу бежевого цвета. И сейчас первую кромочную петлю я снимаю и дальше после кромочной вот эту первую и вторую петлю я провязываю 2 вместе лицевой за переднюю стеночку и дальше вяжу все петли лицевые, не довязывая 3 последних петель. В конце у меня осталось 3 последних петли. Вот эту первую и вторую петлю в конце ряда я также провязываю 2 вместе лицевой за переднюю стеночку и последнюю вот эту кромочную петлю я провязываю изнаночной петлей. И вязание вот я наше перевернула на изнаночную сторону. Первую кромочную петлю я снимаю и с изнаночной стороны все петли я провязываю лицевыми. То есть у нас их уже на спице не 14, а с учетом наших убавок 12. Второй ряд я закончила вязать. Вязание перевернула на лицевую сторону и первую кромочную петлю я снимаю и дальше опять вот после нашей кромочной петли первую и вторую петлю я провязываю как 2 вместе лицевой за переднюю стеночку и дальше опять вяжу все петли лицевые, не довязывая 3 последних петель. В конце осталось у меня вот 3 последних петельки, вот эту первую и вторую петлю я провязываю также 2 вместе лицевой за переднюю стеночку и последнюю петлю в конце ряда я провязываю изнаночной петлей. Это мы с вами провязали 3-й ряд, 4-й изнаночный ряд, вяжем вот все петли лицевые. Первую кромочную снимаем, последнюю кромочную петлю провязываем изнаночной петлей. Все, больше никаких убавок мы делать не будем, то есть мы провязали 4 ряда, дальше 5-й и 6-й ряд просто провязываем вот все петли лицевыми и в лицевом, и в изнаночном нашем ряду. То есть так, чтобы у нас тоже было 3 платочные дорожки с лицевой стороны. Итак, вот я закончила вязать мысок. То есть у меня идет 1, 2, 3, 4 полоски фиолетового цвета. И вот если мы эту полосу сейчас не считаем, 1, 2, 3, 4 полоски бежевого цвета. И вот теперь давайте измерим полностью вот эту высоту нашей детали. Смотрите, общая высота у меня идет вот, ну, вот где-то 19 сантиметров. И наш мысок до вот этой фиолетовой полосы вот 13, ну вот до резинки где-то 14,5, ну и вот общая высота где-то примерно 19 сантиметров. И вот после того, как наш мысок готов, мы возвращаемся к вязанию с этой стороны, то есть там, где мы и заканчивали. Вот наша ниточка от моточка, ее я не обрывала. Здесь вот эти все кончики мы обрезали. Вот так выглядит мое вязание, то есть вот эти петли и вот эти у меня находятся на круговых спицах.
И здесь вот этот мысок, петли нашего мыска у меня находится на чулочной спице. Поэтому вот я беру второй конец круговой спицы. И вот там, где у нас была вот эта лицевая сторона, ниточка от моточка, где мы закончили вязать вот эти вот 3 платочные дорожки. Но продолжать вот здесь вязание мы будем не этой ниточкой, а я сейчас беру вот как раз-таки нитку фиолетового цвета, и вот этот ряд мы сейчас будем провязывать вот как раз-таки ниточкой фиолетового цвета. Первую кромочную петлю я снимаю, и дальше все петли, то есть у нас здесь их на вот нашей первой боковой части 18 петель, я провязываю лицевыми. Это до нашего мыска мы вяжем. Вот последняя петля, ее также я провязываю лицевой. Вот 18 петель с этой стороны мы провязали, и теперь вот я продолжаю набирать вот здесь петли, там, где мы провязывали наш мысок. Как я говорила, количество набранных петель будет равно количеству провязанных вот этих платочных дорожек. Набирать петли я начинаю с фиолетовой полосы. Ну вот здесь, чтобы не было сильно таких больших протяжек, вот здесь я прям наберу вот первую петлю от бежевой вот этой петельки кромочной. Вот первая петля, вторая петля, третья, 3 петли тут набрала, теперь 3 петли, где вот бежевая полоса, вот считаем, то есть вот 1, 2, 3. Если неудобно набирать петли спицами, можете воспользоваться крючком, то есть набираем петли как вам удобно, главное вот с лицевой стороны. В каждую платочную дорожку мы должны набрать по одной петли. Здесь вот фиолетовая полоса, 1, 2, 3. Вот здесь я набрала каждую вот цветную полосу по 3 петли я набрала, и дальше вот я продолжаю вязать вот этих 10 петель, провязывая их лицевыми. Последнюю кромочную петлю вот здесь, где наша центральная часть, я также провязываю лицевой, так как мы сейчас продолжим набирать петли вот с этой стороны мыска. Сейчас у нас идет разворот нашего слитка, поэтому вот я вытаскиваю эту спицу аккуратненько, видите, вот второй конец, вот этот конец, так, чтобы нам удобно было набирать. Вот делаю здесь вот такую петельку и продолжаю набирать в каждую платочную дорожку по одной петли. То есть вот 1, 2, 3. Дальше фиолетовая, следующая опять 3. 1, 2, 3 и так далее. Мы набираем вот до этого момента. Итак, смотрите, здесь наш мысок и здесь петельки я добрала. Вот я закончила добирать наши петли, и теперь просто можно продолжать вязать вот эту часть петель. Если боитесь, что здесь получатся какие-то дырки и протяжки, можно вот здесь, смотрите, вот последняя петля, где я начинала набирать наши петельки, вот здесь вот, допустим, в этом промежутке поднять вот эту петлю, одеть ее на спицу, вот эти 2 петли поднятую и следующую я провяжу 2 вместе. Это мы сделали для того, чтобы здесь в этих промежутках не образовывалось больших дырочек. Вот у нас получается все красиво и аккуратно. И вот дальше продолжаю вязать вторую часть боковых петель, у меня их 18, провязывая их также лицевыми петлями. Последнюю вот как раз таки здесь кромочную петлю я провяжу изнаночной петлей. Вот таким образом выглядит сейчас мое вязание. Все петельки мы вот подняли на спицы. Если мы сейчас эти петли все пересчитаем, у нас на спицах должно их быть 94. Далее вот я вязание разворачиваю на изнаночную сторону. Вот, кстати, с изнаночной стороны вот так выглядят мои вот эти протяжки, где я поднимала ниточку и переходила на вязание другого цвета. И сейчас я продолжаю вязать вот этот ряд с изнаночной стороны, провязывая все петли по кругу лицевыми петлями, так, чтобы у нас образовывались платочные дорожки. То есть лицевыми петлями мы будем вязать и с лицевой, и с изнаночной стороны. Вот смотрите, я провязала участок, сейчас мне не очень удобно становится вязать, поэтому вот я где-нибудь вот так посерединке делю эти петли напополам, то есть здесь у меня образовывается такая петля, и сейчас вот я провязываю вот эту часть петель. Смотрите, если кому-то вязать на круговых спицах неудобно, то можете распределить эти петли на чулочные спицы и провязывать поворотными рядами этот участок на чулочных спицах. Ну вот я сейчас буду вязать на круговых спицах.
Итак, я закончила вязать второй ряд, и с лицевой стороны вот у нас уже получилось по кругу одна платочная дорожка. Значит, смотрите, если посмотреть вот на наш следок, то мы сейчас вяжем вот этот подъем. То есть, смотрите, провязывая вот эти петли по кругу и с лицевой стороны лицевыми петлями, и с изнаночной стороны лицевыми петлями, мы должны провязать фиолетовой ниточкой 6 рядов. 2 ряда мы уже провязали. То есть еще мы должны провязать 4 ряда. Так, чтобы если мы посмотрим на наш следок с лицевой стороны, у нас вот здесь было 3 также платочные дорожки. Дальше вот здесь, это идет начало нашего ряда. И вот идет наша бежевая ниточка от моточка. Я ее не обрезала. То есть после того, как здесь у нас будет идти 3 платочные дорожки, или вот всего провязано 6 рядов ниточкой фиолетового цвета, здесь вот так же, как мы вязали и мысок, поднимем ниточку бежевого цвета и продолжим вязать ниточкой бежевого цвета. Но вот здесь, смотрите, вот этот подъем я решила делать из 10 провязанных рядов или 5 платочных дорожек. То есть у меня идет 1, 2, 3 дорожки фиолетового цвета, вот как я здесь и сказала, то есть 6 провязанных рядов, и ниточкой бежевого цвета, когда мы здесь вот после 6 провязанных фиолетовых рядов поднимем ниточку бежевого цвета, мы провяжем этой ниткой бежевого цвета 4 ряда, или так, чтобы у нас было 2 платочные дорожки. Здесь смотрите, если вы хотите, чтобы следки на ноге сидели очень свободно, можно провязать не 4 ряда бежевой ниточкой, а 6 рядов, так, чтобы у нас было 3 фиолетовых и 3 бежевых ряда. Но я не хочу, чтобы они прям очень болтались, и поэтому для меня вот это количество рядов является оптимальным. То есть я сейчас провяжу, чтобы у меня было 3 платочные вот по кругу дорожки фиолетовой ниточкой и 4 ряда или 2 платочные дорожки бежевой ниточкой. Дальше я подключусь и покажу, каким образом мы будем вывязывать нашу ступню. Итак, вот я вывязала вот этот наш подъем. То есть я провязала вот 1, 2, 3 платочные дорожки фиолетовым цветом и 2 платочные дорожки ниточкой бежевого цвета. Теперь давайте измерим высоту вот этого нашего подъема, там, где у нас идет вот мысок. И высота у нас это получается где-то примерно 3 сантиметра. И вот этот размер общий у нас сейчас получается где-то вот 8 сантиметров. И сейчас мы будем приступать к вывязыванию нашей подошвы. Подошву эту я буду вывязывать из 12 петель. Поэтому наше общее количество петель, которые у нас находятся на спице, то есть, как я говорила, у меня их 94. Опять же, рисуем это все на отрезке. То есть мы сейчас выделяем центральную часть, это петли нашей подошвы. Как я сказала, я буду вывязывать подошву из 12 петель. То есть из этих 94 петель 12 петель я отдаю на нашу подошву. Дальше оставшееся количество петель, то есть 94 минус 12, и это число мы делим напополам. То есть у нас с каждой из боковых этих частей остается по 41 петли. Подошву я буду вывязывать также ниточкой бежевого цвета. Вот идет моя лицевая сторона, и здесь я закончила вязать вот как раз таки 2 вот этих платочных дорожки ниточкой бежевого цвета. Вот так мое вязание сейчас выглядит. И теперь я первую кромочную петлю снимаю и дальше провязываю вот с нашей кромочной петлей 41 петлю. То есть вот 1 петля кромочная, дальше лицевая 2, 3, 4, 5. То есть таким образом, провязывая петли лицевые, я вяжу 41 петлю. Итак, вот я провязала 41 петлю лицевыми петлями, и теперь сразу же вот следующие вот эти 12 петель, это у нас будут идти петли нашей подошвы. Смотрите, перед тем как начинать вывязывать нашу подошву, чтобы кончики наши не мешались, я их уже спрятала вот по изнаночной стороне. Прячем кончики любым удобным для вас способом. Ну а я сейчас приступаю к вывязыванию нашей подошвы. Как я сказала, подошва у меня будет состоять из 12 петель. При желании эти 12 петель можно сейчас отметить маркерами или ниточками контрастного цвета, но я сейчас буду, провязывая, считать просто эти петельки. То есть вот я вяжу 1 петлю, первая петля нашей подошвы, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 петель нашей подошвы я провязала, и вот идет наша 12 петля от
нашей подошвы и первая наша петля от нашей боковой части. Последнюю нашу петлю от нашей подошвы я должна провязать вместе с первой петлей от нашей боковой части. В лицевых наших рядах эти две петли мы всегда будем провязывать изнаночной петлей. То есть вот 12 петлю и первую петлю от боковой нашей части я провязываю 2 вместе изнаночной петлей, и вязание я наше переворачиваю на изнаночную сторону. С изнаночной нашей стороны первую вот как раз таки эту петлю кромочную я снимаю, и дальше опять вяжу петли нашей подошвы. У нас их 12, то есть мы провязываем 11 петель, не довязывая 12 петли. То есть вот первая кромочная, 1, 2, 3, 4, 5, 11, и вот идет наша 12 петля. Вот я эти две петли, последняя петля от подошвы и первая петля от боковой части, с изнаночной стороны я их провязываю как 2 вместе лицевой петлей. И вязание я наше переворачиваю на лицевую сторону. Вот рабочую ниточку я помещаю, вот она у меня находится перед работой. Вот опять первую кромочную петлю я снимаю. Вот 1, это первая петля от нашей подошвы. 2, 3. Вот опять, смотрите, 11. И здесь уже видно, такое расстояние получается большое. Это идет последняя петля от нашей подошвы, а это идет первая петля от нашей боковой части. С лицевой стороны этих 2 петли мы провязываем как 2 вместе изнаночной петлей. И опять вязание мы наше переворачиваем на изнаночную сторону. Рабочая ниточка вот расположена за работой. Первую петлю снимаем и опять вяжем. Петли все провязываем мы лицевыми, не довязывая последнюю петлю, 12. Вот здесь опять же тоже видно это расстояние. Последняя петля от нашей подошвы и первая петля от нашей боковой части. В изнаночном ряду этих 2 петли мы провязываем как 2 вместе лицевой петлей. И вязание я наше переворачиваю на лицевую сторону. В конце каждого ряда мы будем запускать по одной петли из боковой нашей части. То есть таким образом мы сейчас вяжем нашу подошву, запуская в конце каждого ряда по одной боковой петли до тех пор, пока у нас в конце вот здесь с этого и с этого края не останется вот 5 петель. 5 петель, когда останется с этого края и с этого края, я подключусь и покажу, каким образом мы будем продолжать запускать наши петли. Итак, смотрите, вот я провязала подошву до тех пор, пока с каждой из боковых частей у меня не останется по 5 петель. И теперь мы будем продолжать убавлять также вот эти петли, но дополнительно мы еще будем убавлять петли нашей подошвы, так, чтобы вот здесь она у нас шла на закругление. Поэтому просто продолжаем вязать. То есть первую кромочную петлю я снимаю и дальше вяжу петли все лицевые, не довязывая до наших этих боковых 5 петель 3 петель нашей подошвы. Вот смотрите, у меня здесь 5 петель, это петли боковой части, и вот осталось 3 петли, это петли нашей подошвы. Теперь в конце каждого ряда мы будем не довязывать 3 вот этих петли, и первую и вторую эту петлю мы будем провязывать 2 вместе лицевой петлей за переднюю стеночку. И дальше вот у нас осталась одна петля, это 12 петля нашей подошвы. Мы ее будем в лицевом ряду по-прежнему провязывать вместе с петлей от нашей боковой части изнаночной петлей. И вязание я наше переворачиваю на изнаночную сторону. Первую кромочную петлю снимаю и дальше опять вяжу, не довязывая 3 петель нашей подошвы. Вот опять у меня осталось 3 петельки. Вот первую и вторую петлю от нашей подошвы я провязываю 2 вместе лицевой петлей. И нашу 12 петлю я провязываю с первой петлей нашей боковой части. С изнаночной стороны я их провязываю 2 вместе также лицевой петлей. И вязание я переворачиваю на лицевую сторону. Опять кромочную снимаю и опять не довязываю 3 петель.
То есть запускаем таким образом наши петельки до конца. И вот смотрите, я держу вязание изнаночной стороной к себе, и у меня на спицах осталось 4 петли. 3 петли это петли нашей подошвы, и вот последняя петля это петля от нашей боковой части. И вот в конце первую кромочную петлю я снимаю, дальше петлю провязываю лицевой. Следующих вот наших последних 2 петли с изнаночной стороны я провязываю 2 вместе лицевой петлей. Вязание я вот перевернула на лицевую сторону. Вот моя рабочая ниточка сейчас расположена, видите, перед работой. Чтобы ничего не перекручивать, я эту петельку сниму и ниточку запущу вот за работу. Петельку возвращаю обратно, и эти 3 петли я сейчас провяжу 3 вместе лицевой петлей. Петельку вытаскиваю подлиннее и кончик обрезаю с тем учетом, чтобы нам хватило его сшить наш задник. Дальше вот в эту нашу петельку продеваю вот этот обрезанный кончик от моточка, и петельку аккуратно здесь я затягиваю. Теперь этот кончик мы одеваем в иголку с большим ушком. Сшивать заднюю часть слитка я буду по лицевой стороне. И сшивать я буду ниточкой вот одного цвета бежевого, несмотря на то, что здесь есть эти фиолетовые полосы. Так как вот если посмотреть, здесь я тоже сшивала ниточкой бежевого цвета. Я думаю, это хорошо выглядит, несмотря на то, что мы сшили это все одним цветом. Сшивать нашу заднюю часть я буду не за кромочные вот эти вот косички, а после косичек у нас идут вот как раз таки вот эти платочные дорожки. За первую петлю платочные дорожки. То есть смотрите, подошва, и вот идет первая платочная дорожка. Вот идет кромочная петля. Я вставляю иголку вот за вот эту дужку. То есть первая петля от нашей платочной дорожки после кромочной. Я буду вставлять иголку справа налево. Сначала мы прошиваем одну сторону, затем сразу же переходим на обратную сторону. Тоже вот подошва наша, вот наша первая платочная дорожка. Кромочную петлю я пропускаю, и вот сразу после кромочной идет первая петля от платочной дорожки. Справа налево я вставляю нашу иголку. Иду на эту сторону. Следующую смотрю платочную дорожку. Вот за первую петлю вставляю иголку справа налево. Иду сюда, здесь вот как раз таки бежевая следующая платочная дорожка. Вот наша идет фиолетовая полоса. Когда мы подошли вот к нашей резинке, платочные вот эти дорожки у нас закончились, здесь я также буду сшивать не за кромочные, а сразу после кромочных первая вот эта петля. Значит, с этой стороны вот платочную дорожку я прошила, иду здесь к резинке. То есть вот справа налево вставляю здесь иголочку, затем вот здесь. И вот таким образом сшиваем наш следочек до конца. Вот я сшила всю заднюю нашу часть. Теперь перед тем, как закреплять нашу нитку, вот этот шов мы вот так подтянем, убедившись так, чтобы этот край не был сильно перетянут. И теперь с изнаночной стороны этот кончик можем спрятать. И вот после того, как мы с вами спрячем все кончики, вот такие красивые следки у нас с вами получились. Итак, друзья, надеюсь, данное видео для вас было понятным и полезным, поэтому не забудьте поддержать меня пальчиком вверх, подписывайтесь на мой канал, ну а мы с вами будем прощаться, обязательно еще встретимся в новых видео. Всем большое спасибо за просмотр и всем пока-пока!